Основные виды дрожжей, которые используются как в домашнем, так и в промышленном хлебопечении, это прессованные или по-другому свежие дрожжи. И сухие дрожжи нескольких вариантов. В основном распространены инстантные дрожжи. Прессованные дрожжи хранятся в двух режимах. Или при температуре плюс 3, плюс 6 градусов Цельсия. Для сохранения свежести дрожжи могут также храниться при температуре минус 18 и более градусов Цельсия. Такая температура позволяет транспортировать дрожжи на более большие расстояния или сохранять их в течение времени. Важно помнить, что активность прессованных дрожжей разная на разных промежутках хранения. Чем более свежие дрожжи, тем более активны они. И как следствие для них действительно стандартная дозировка к массе муки, которая начинается от 2%. Во многом эта дозировка зависит от состава теста, а также от технологии приготовления. Итак, дозировка сухих дрожжей к массе муки начинается от 0,1% и может доходить до 1,3% к массе муки. Тогда как прессованные дрожжи соотносятся с сухими как 1 к 3 или 1 к 4. То есть для того, чтобы пересчитать сухие дрожжи на свежие, необходимо количество сухих умножить либо на 3, либо на 4. Если нам нужно рассчитать, сколько нужно взять дрожжей на 1 кг пшеничной муки, следует 1000 г муки умножить на нужный нам процент дрожжей, например 1,3, в случае если это сухие дрожжи, и разделить на 100. В итоге мы получим нужную массу дрожжей, в данном примере это будет 13 грамм. Если нам нужно пересчитать соотношение сухих к прессованным, нужное количество сухих дрожжей нужно умножить на 4 или 3. Итого мы получим либо 39 или 52 грамма прессованных дрожжей соответственно. Если у вас стандартное тесто, то дозировка прессованных дрожжей будет 5% к массе муки, а дозировка сухих дрожжей 1,3% к массе муки. Смотрите и другие видео на канале «Как открыть пекарню». Напоминаю, что в первую очередь новые видео выходят на платформе Brimp, а затем уже на остальных источниках. Ссылку на платформу вы сможете найти в описании. До свидания.